СМС пришла. Вернись туда, где началась заброшенная тропа. Меньше всего хочется оказаться ночью в темноте на горе. Вот, в общем-то мы подошли. Слушай, посмотри, как оно жутко выглядит. Блядь, слышал? Я полезу. Да давай залази обратно! Залази обратно! Снимаешь? Да, Зачем? просто. У нас давно влогов не было, вот. Что мне сказать? Не знаю, там расскажи. Про этого чувака расскажи переписку. Окей, я понял. Это на канал, то есть, типа? Ну, можно. Короче, чуваки, такая дилемма. Ну, точнее, это не дилемма, сначала это показал как-то приколом. Смотрите, значит, написал чувак, написал, СМС пришла. Вернись туда, где началась заброшенная тропа. Ну, то есть сообщение, по сути, загадкой, да? Ну, в рифму. Вернись туда, где началась заброшенная тропа. Окей, я просто спросил, чё? В ответ мне пришло довольно много сообщений по типу «Там разлом, убедись сам, зови Виста, зови его так быстро, как только можешь». Короче говоря, я продолжил ничего не понимать, мы с братьями, в принципе, не понимаем. Ты не понимал? Вот, и я спросил просто, ты кто? Я не понимаю, чего ты хочешь. Он ответил, я буду ждать вас там завтра, просто зови Виста. Окей. Я попытался еще раз спросить у него, чувак, что, блин, происходит? Номер неизвестен, но он недоступен. То есть СМС не отправляется, звонить я не стал, потому что я не очень хочу звонить незнакомым, блин, чувакам, но СМС не отправляется. Честно говоря, я какое-то время подзабил на эту всю дилемму, но сейчас, буквально пару минут назад, вот, наверное, поэтому ты включил камеру, мы пришли к одному гениальному решению. Что если первое сообщение, где написано «Вернись туда, где началась заброшенная тропа», это сталк. Но сталки это... Я раньше ходил по заброшкам разным. Может быть, он имеет в виду «Вернись туда, где началась заброшенная тропа». Ну, то есть, где я начал. Первая моя заброшка. В общем, по итогу решили так, что, как бы, да, скорее всего, чувак намекает на то, что он нас будет ждать на первой заброшке моей. Ну, куда я ходил первый раз. Я думаю, нам можно сходить. А я думаю, нет. Мы идем в гору. Самое худшее во всей этой ситуации, что когда мы выходили, было светло. Сейчас, не знаю, видно на этой камере или нет, уже темнеет. Меньше всего хочется оказаться ночью в темноте на горе. На заброшке. Ты уверен, что это хорошая идея? Я, конечно... Да, моя вина, что мы пошли, но... Ну, блин, я что-то передумал. Я тоже. Ну, тот чувак, скорее всего, нас там ждет. Я думаю, будет не очень хорошо. Если у него там нету 3 литров кока-колы и чипсов, я уйду. Это вряд ли Мамикс. Очень долго идем. Осталось, на самом деле, меньшая часть. И тут, кстати, он наступил на какую-то херню. Проткнул ногу. Ну, не то, что проткнул. Через кроссовок прошло, я почувствовал, заорал на всю гору. Остановился, посмотрел, обычный гвоздь насквозь и выкинул. И это первый раз, когда я не взял с собой аптечку. Первый раз. Первый раз, блядь. Вот, в общем-то мы подошли. Слушай, посмотри, как оно жутко выглядит. Офигеть. Туда прям неохота идти. Но я думаю, ну типа раз мы... Он тут здание как будто один глаз. И вот. Хорошо. Надо громче говорить, здесь очень плохой звук на камере. Еще ветер. Ох, ветер поднялся так. Блин, чуваки, я не знаю, зачем я это делаю, зачем мы снова пошли, скажи мне. Потому что тебе какой-то написал чувак, приди, я не знаю, блин, короче. А самое херовое то, что я освободился от врачей совсем недавно, и мы пошли, и вроде было светло, и начинает темнеть. Это херово. Ай, комары. Чуваки, короче, камера очень плохо видит при свете, но тут есть режим, который улучшает качество записи в темноте. Вот так вот. Батареи, конечно, хватит ненадолго, но так намного лучше. Немножко есть, конечно, помехи в качестве, но так виднее все равно. У нас фонарь, телефон, поэтому покажи.
Мы будем редко им пользоваться, чтобы не сесть, не посадить батарею. 30%. Да? Да. Ну, пока здесь не видать. Пойдем посмотрим в других комнатах. Иди вперед, этот фонарь меня сыкотно слегка. Ну, насколько помню, здесь просто в лес уходят. И чё, где он? Как его звали? Я не помню. Вист. Вист! Чувак, Вист! Блин, такой странный никнейм. Так, надо под ноги смыться, здесь стекла очень много. Здесь просто комната заросшая вся. Ничего не видно. Просто пусто. Чуваки, здесь очень часто проезжают рядом машины. Мы все еще ждем этого чувака. Я выключил режим, который подсвечивает. Меня хуже видно, но, к сожалению, батарея одна, и она очень быстро садится. И еще братан заметил тут довольно нелицеприятную надпись. Обернись и посмотри. Обернись и посмотри. Лицо еще такое жуткое. То есть мы просто оборачиваемся. Ну, короче говоря, здесь все сделано в такой атмосфере, что, честно говоря, жутко. Но, тем не менее, Виста не видать. Крыша такая, блин. Да, слушай, это очень старое здание. Непонятно, что это было. У нас были подозрения, что это церковь, но похоже, вот этот зал конкретно. Ну, типа, знаешь, стулья если бы здесь стояли. Единственное, что мне кажется, для церкви нужно с двух сторон освещения. Ну, все-таки это, скорее всего, водонапор. О, боже, там куст поширился, я обосрался. Вот всё шевелится. О, летучая мышь. Ее только не видно нифига. Слушай, посмотри. Ощущение полетело. Тут кто-нибудь есть? У нас пару яблок, ну, штук 10. Одна бутылка воды. Мы Ну, рассчитывали... мы не рассчитывали Да. сюда долго прийти. Чувак очень опаздывает, прям конкретно. У нас есть два фонаря, один из которых это портативная зарядка, такая, посвети на нее. Вот это просто зарядка обычная. И второй это телефон, который Он садится, сядет, как вы может, уже знаете. позвонить надо будет. Ладно, давай я буду ходить с портативкой тогда, ты с телефоном. Блин, ну он, конечно, так себя освещает. Но я надеюсь, вы видите, ребят. Давайте вот так вот попробуем. Ну что там? Нихера, сеть просто не ловит. Я не знаю, он сказал идти сюда, его тут нету, толку туда. Какой смысл в том, что мы его ждем тут и здесь сеть даже недоступна? Я надеюсь, он знал вообще об этом, потому что, может, он хотел, чтобы мы связались, ему написали, может, что мы тут. Короче, я заебался, пошли отсюда. Слушай, он же сказал, помнишь, на смс-ке, типа, зови Вист много раз. Может, он ждет, типа, когда... Может быть, типа, да, может, просто звать его надо и все. Летучая мышь, блин, это капец смущает. Ладно, давай тогда попробуем. Вист. Вист, чувак. Вист. Слушай, он сказал говорить как можно более быстро. Слышишь? Ну, Блин, стрёмно будет. Вист. Вист. Вист, 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 вист. Чувак, вист. блядь. Слышал? Какого хера? Может, он? Я не хочу туда лезть. Думаешь, я хочу? Нет, спасибо. Не хочет туда лезть. Сильно испугался. Тут реально жутко. Я не знаю, мне кажется, нужно. Вдруг ему Ладно. херово, я полез, короче. Я полезу. Чуваки, здесь постоянно какие-то шумы. Ебаные кусты, блядь, палки. Я сейчас, нахуй, блядь, умру от страха. Чувак, Серьезно, согласен, у меня уже истеричный смех. Блядь, Все, блядь, Пакет. ебучий пакет, нахуй. все, чувак, давай полезем быстрее. Просто, если его там нет, уходим отсюда нахер. Все. Все, давай, просто. Я забыл, что ну, чистый ты или зеленый, понял? Я понял, хорошо. Я посмотрю снаружи. Так, я слезаю? Вроде нормально.
Ладно, сейчас камеру вырублю. Там не видно. Ладно, давай. Блин, здесь целый подвал, чувак. Чувак, блин, я портфель забыл. Ты серьезно? Да я быстро. Погоди, а зачем он нам вообще нужен? Пускай там постоит. А вдруг не попить захочется? Воды или еще... Ладно, хорошо, ты прав. Только, пожалуйста, быстрее. Я тут подожду. Капец, здесь темно. Здесь чисто туннель, чуваки. Плохо видно очень. Ну что, ты там долго? Блять, что за хуйня? Блять, что за... Блять, да давай залазь обратно! Залазь обратно! Сука. Давай руку. Черт, чувак, просто беги, просто поверь, там такая херня была. Что такое? Я потом расскажу, чувак, честно. Так, блядь, что за хуйня? Ты можешь объяснить, а? Чувак, просто поверь, там такая херня была. Я не могу тебе объяснить, что это было. Блядь. Там был этот, как его, блядь, Бист. Какой вид? Это чувак? Чувак, там никого... Его там не было, поверь. А, блядь. Сука. В общем, я прямо сейчас отсмотрел весь отснятый материал покадрово. Я просто разочарован. Качество видео. Я давно не снимал этой камерой, и качество видео просто ужасное. То есть я то ли настройки не так выставил, то ли еще что-то. Или освещение у нас было слишком плохое. В общем, не знаю. И я не знаю, что это там было. Может быть, это тот подписчик, который написал смс. Я до сих пор думаю, что это подписчик. Иначе зачем бы он мне писал бы? Зачем вообще мне это писать? Откуда он номер мой знал? То есть, или он наугад просто писал? Да нет же, вряд ли. Я думаю, что это мой подписчик. Наверное, нас разыграл. Потому что мы услышали там звук какой-то внизу. Спустились туда. Мы думали, а может быть ему помощь нужна. Может он отправил смс, потому что ему помощь нужна. Поэтому он говорит конкретно о месте загадкой, а потом он говорит вроде бы нормально. Но, видимо, это был тупо розыгрыш. То есть мы спустились туда и нас там напугали. В общем, не знаю, в любом случае, если это видео соберет много лайков, тогда мы вернемся. Только тогда мы вернемся туда и расставим там камеры в комнатах. Ну и, может быть, заснимем это. В общем, все.